Всем привет, друзья, это город Самарканд. В Самарканде не так давно открылось новое кафе «Грузинка». Давайте пройдем и сделаем обзор. В кафе я пришла с Азизой. Всем привет. У них вот такой интересный интерьер в национальном стиле. Кафе небольшое, звучит национальная мелодия, очень уютное. Это меню. Здесь у них выпечка, холодные закуски, салаты, хинкали, горячие закуски, первые блюда, основные блюда, десерты, соусы и гарниры. Также здесь барное меню, свежевыжатые соки, молочные коктейли, газированные напитки, лимонады, согревающие чаи и классические чаи. Нам принесли напитки. Мы заказали мохито, дыня, мята. Вот такая подача. Со льдом подают. Азиза, пробуй. Как? Приятный вкус? Да, такой дымный. Освежающий, да? Да. Сочетание мяты и дыни, конечно. Я думаю, очень вкусно. Нам принесли салат тбилиси с красной фасолью, отварной говядиной. Составляющие, я думаю, знают все. Болгарский перец, помидоры, зелень, грецкие орехи, маринованный репчатый лук. Все это заправлено маслом. Очень вкусный салат. Кому интересно, у меня на канале есть рецепт этого салата. Ожидаем горячее. На горячее мы заказали хачапури по-аджарски. Пока готовится хачапури, будем дегустировать салат. Выглядит аппетитно. Азиза, пробуй. Сочетание, да, вкусное? Да. С грецким орехом. А лук здесь красный. Как фиолетовый или красный, как его еще называют. Приятного аппетита, Азиза. Нам подали хачапури по-аджарски с соусом песто и с томатами. Сейчас будем пробовать. К нам еще присоединилась сестра Барно. Где? Бери краешек, как тебе удобно, да. И обязательно нужно вот соус, да, захватывай, пробуй. Я думаю, вкусно, да? Давайте пробовать. Очень горячо. Смотри, как сыр тянется. Вкусно. Друзья, мы поужинали, вышли из кафе. Еда была вкусной. Наш счет вышел на общую сумму 165 тысяч сум. Кафе работает в тестовом режиме первую неделю. Возможно, из-за этого время приготовления и подачи блюд очень затянулось. Ну, я думаю, они справятся. Все когда-то начинают. Немного вот это у них задержка по времени, а так еда вроде бы все нормально. А мы идем дальше. Сейчас решим, куда. Азиза, в парк пойдем, да, наверное? Куда пойдем, девочки? Ну, прогуляемся и вам покажем город. Мы пришли в парк имени Алишера Наваи. Кто помнит, раньше он назывался Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. При входе в Шлар Марказе, центр молодежи в Узбекистане. Как вы все знаете, наступило очень жаркое лето. И вот такие прогулки по вечернему Самарканду, я думаю, полезно, да? И очень благоприятно влияют, да, Азиза? И на здоровье вообще. Очень приятно по прохладе гулять. Вокруг очень много зелени.
Вот здесь каштаны повсюду. О, какие каштаны у нас. А вообще в этом парке очень много чинар. Как и везде, повсюду в Самарканде очень много чинар. Все прогуливаются. И молодежь, и старшее поколение. Думаю, многим самаркандцам будет интересно. Это здание Дома офицеров. Сейчас обойдем и с другой стороны тоже покажу. А вот в той стороне кукольный театр. А если идти прямо вот по этой аллее, попадете на площадь Куксарой. Очень прохладно. Где-то вдали концерт проходит, музыка доносится. Это пересечение улиц Узбекистанской и Алишера Наваи. Вот этот большой перекресток. Я часто здесь снимаю. Проходит праздник, Навруз, здесь отмечается День города. Какие-то фестивали, праздничные мероприятия всегда проходят здесь, на центральной улице. Если туда идти вправо, мы выходим на Университетский бульвар. Если свернуть налево, идем к улице Амира Тимура, Фрунзе, и к подземному переходу выходим. И вот как раз перед нами сейчас фасад Дома офицеров. Вот так сохранили старое здание. Очень часто подписчики на прямых трансляциях во время прямого эфира часто говорят о Доме офицеров. Вот так он сейчас выглядит. А кто помнит, раньше здесь находился прямо напротив памятник. Его сейчас нет, памятник свободы. А еще у нас есть вот такая красивая аллея звезд. Можно здесь прогуляться. И вот такой лес. А мы идем дальше, в сторону подземного перехода. Кто помнит, раньше вот здесь были карусели, аттракционы, но все карусели, аттракционы перевезли в железнодорожный парк. А здесь просто прогулочная такая пешеходная зона. Мы все так же находимся на улице Алишера Наваи. Друзья, кто помнит, раньше там была ярмарка, продавали цветы. А здесь, я думаю, все узнали кинотеатр «Самарканд». С этой стороны у нас подземный переход, фонтан «Чайка» и дворец бокса. Думаю, все вспомнят подземный переход. Мы сейчас пройдем через подземку. Все, кто жил в Самарканде, помнят этот подземный переход. А раньше здесь еще была звукозапись, кассеты записывали, продавали диски какие-то. Вот здесь был киоск, если не ошибаюсь. А сейчас здесь Барзумда, кафешка и газировка. А мы идем к выходу и как раз оказываемся у центральной аптеки. С этой стороны у нас угловой универмаг. Я думаю, многие вспомнят. И дальше двигаемся в сторону детского мира. С левой стороны у нас был магазин спорттоваров. Кто вспомнит, кафе, где продавали беляши, какао. И на углу находился гастроном. Сейчас подойдем поближе, все покажу. А это здание детского мира. Кто помнит, на углу находилась улица Почтовая и улица Ленина. Как раз напротив находился военторг и магазин спорттоваров.
Также в этом ряду кафешка. Кафе, где продавали беляши и кофе. Это все улица Ленина. Мы подошли сейчас к гастроному, где продавали самые вкусные торты и пирожные. Я думаю, многие вспомнят торт-сказку, заварные пирожные, бисквитные пирожные. А здесь напротив находился Ускитоп, дом книги. Тоже очень красивое старинное здание. Вот Ускитоп. И в этом ряду дальше был хлебный магазин. Туда дальше хлебный магазин. А если идти прямо и справа, находился ГУМ. Вот так самаркандцы вечером выходят, проводят время, отдыхают, сидят в кафешках или просто прогуливаются. Друзья, сегодня у нас вот такой интересный выпуск. Поужинали с девочками, прогулялись по вечернему парку. Думаю, видео уже можно завершать. Давайте попрощаемся. Всем пока. Пока. Да, и до следующих встреч.